Всем привет, друзья! Вы на канале Дмитрий Завьялов. В этом видео я собрал много крутых автотоваров с сайта AliExpress, и обязательно ставьте лайк, если я сумел вас немного удивить. Поехали! Заметить невооруженным глазом неровности элементов кузова при рихтовке довольно сложно, но эту задачу можно легко решить, используя специальную отражательную линейную панель. Панель имеет черно-желтые полосы, прекрасно отражающиеся на лакокрасочном покрытии автомобиля. Для того, чтобы изображение стало более четким, нужно использовать дневной солнечный свет или свет от фонарика. Линии, отраженные на поверхности кузова автомобиля, искривляются, показывая все неровности, которые необходимо рихтовать. Линейная панель для рихтовки поставляется с гибким держателем, оснащенным присоской, что позволяет закрепить его в любом месте кузова и повернуть под нужный угол для проверки ровности поверхности. При ремонте автомобилей часто приходится искать способы раздвинуть двери, отжать друг от друга части кузова или приложить определенное усилие к какому-либо элементу во время сварки деталей. Но что делать, если нет помощника или если нельзя использовать монтировку во избежание порчи кузова? Вот в этот момент вам и поможет воздушная подушка для ремонта автомобиля. Несмотря на свои небольшие размеры 15 на 16 см, подушка способна создавать усилия на разжатие до 150 кг. Для использования этого инструмента достаточно просто засунуть подушку в вздутом состоянии в нужное место и накачать ее. Подушка выполнит работу за вас, разжимая поверхность с усилием до 150 кг. Подушка для ремонта авто поставляется с грушей для накачивания и шлангом, на котором установлен перепускной клапан. Знак аварийной остановки должен быть в каждом автомобиле, однако частенько исполнение этого аксессуара оставляет желать лучшего, да к тому же в непогоду его обычно очень плохо видно. Для того, чтобы обезопасить жизнь водителя, попавшего в трудную ситуацию, и для того, чтобы сохранить в целости автомобиль, при аварийных случаях нужно установить такой знак, который будет виден всем и в любых условиях. И такой знак есть. Это LED-знак аварийной остановки, имеющий треногу для быстрой установки, мигающий светодиодный фонарь красного света треугольной формы предупредит проезжающих водителей о необходимости снижения скорости для объезда остановившегося транспорта. Безотказно работает в любую погоду, так как корпус фонаря защищен от проникновения влаги. Автомобильные баферы легко устанавливаются на пружины легковых автомобилей без разборки. Полиуретановые баферы просто и легко вкручиваются в пружину благодаря своим конструктивным особенностям, которые заключаются в том, что пазы баферов точно повторяют изгибы пружин стоек легкового автомобиля. Перед покупкой баферов необходимо выбрать один из 6 типов, чтобы баферы подошли к пружинам вашего автомобиля. Для правильного выбора есть таблица, в которой указаны размеры пружин для каждого типа бафера. После установок баферов на пружины стоек автомобиля сразу чувствуется заметная мягкость езды на неровной дороге. К тому же будет небольшая прибавка клиренса, что для наших дорог тоже немаловажный факт. Для быстрого ремонта проколов шин в дороге есть немало приспособлений, но этот комплект отличается своей простотой и скоростью устранения прокола. Комплект для ремонта шин состоит из шприца и клеевой резиновой пасты. Для того, чтобы быстро и эффективно устранить прокол шины в дороге, достаточно проделать всего 3 операции. С помощью воды нужно определить место прокола. При помощи автомобильного компрессора установить давление в шинах не менее 1 атмосферы. При помощи шприца загнать в отверстие порцию резиновой массы из комплекта. Накачать колесо и начать движение можно сразу же после ремонта, без ожидания. Развал колес автомобиля обычно производится на специальном оборудовании. Но что делать, если его нет? Услуга стоит дорого, или же просто банально нужно заменить рычаг или стойку на автомобиле. В этих случаях достаточно сохранить тот угол развала колеса, который был до начала ремонта. Вот как раз для таких случаев стоит приобрести магнитный уровень для установки развала колес авто. Уровень надежно крепится к тормозному диску при помощи сильного магнита. Регулировочный винт позволяет выставить нужный угол, чтобы довести до нужного значения развал колеса. Такой магнитный уровень обязательно нужен в каждом автосервисе, хотя для любителей самостоятельного ремонта автомобиля он тоже не будет лишним в гараже.
Колпачок на ниппель колеса выполняет главную функцию по защите золотника от воды и грязи. Но если купить не стандартный, а особый колпачок, то сразу все меняется к лучшему. Уникальный колпачок для ниппеля колеса с подсветкой изменит представление о красоте автомобиля в темное время суток. Колпачки поставляются в комплекте с аккумуляторными батареями AG10, которые нужно устанавливать в колпачок перед установкой на колесо. При покупке необходимо выбрать цвет, потому что колпачки предлагаются с синим светом и с разноцветными огнями. Инерционные датчики включения автоматически включат светящиеся колпачки при движении автомобиля. В ночное время это выглядит очень эффектно. Если требуется помыть автомобиль вручную, часто приходится искать губку или тряпку, которые не всегда могут оказаться под руками. Да и мыть машину первой попавшейся тряпкой весьма неудобно. Для того, чтобы не возникло подобных проблем, необходимо приобрести специальную рукавицу для мойки авто. Выполненная из микрофибры, такая рукавица позволяет не просто отмыть авто от грязи, но и не оставляет царапин на лакокрасочной поверхности. Чтобы промыть автомобиль, не нужна тряпка или губка. Достаточно просто надеть рукавицу и помыть железного коня. Рукавица может быть красного, синего, коричневого, оранжевого или зеленого цвета, а вот кому какой попадется, это решает случай, имя которому рандом. Если в автомобиле нужно перевезти негабаритные грузы, такие как велосипеды или большие коробки, то в салон они точно не поместятся. В этом случае нужно покупать или багажник на крышу, или прицеп. Но оказывается, есть уникальный кронштейн для перевозки грузов, который позволяет перевозить до 250 килограммов сзади автомобиля. Кронштейн крепится по принципу фаркопа, при этом в транспортном положении он легко складывается, а при необходимости также быстро раскладывается в рабочее положение. На кронштейне можно перевозить до 3 велосипедов или же другие грузы общей массой не более 250 килограммов. Кронштейн сделан из высокопрочной углеродистой стали и оснащен светоотражателями красного цвета. Можно ли промыть автомобиль в дороге, не прибегая к услугам автомобильных сервисных пунктов? Оказывается, можно. Для этого стоит приобрести мобильную мойку высокого давления, работающую от бортовой сети автомобиля 12 вольт. Мойка имеет емкость для воды объемом 25 литров, а также емкость для пенообразователя. Таким образом, если в пути ваш автомобиль стал слишком грязным, что мешает обзорности, а также привлекает недобрые взгляды некоторых блюстителей порядка, то пора остановиться и помыть кузов авто. Для того нужно достать мойку из багажника, подключить ее к прикуривателю, налить воды в емкость и быстро промыть автомобиль. При необходимости можно воспользоваться пенообразователем для более качественной мойки. В комплекте есть насадка с щеткой, а также стандартные насадки для мытья под давлением. Рабочая модель четырехцилиндрового двигателя внутреннего сгорания представляет собой конструктор, состоящий из 50 деталей. Прекрасно подходит для применения в автошколах в качестве наглядного примера принципа работы двигателя внутреннего сгорания или может послужить дизайнерской идеей для создания нужной атмосферы в автомагазинах, автомастерских, шиномонтажах и других различных автосервисах. Блок двигателя прозрачный, и при работе модели видно, как вращается коленчатый вал, как движутся поршни в цилиндрах и как лампочки имитируют работу свечей зажигания. Для того, чтобы мотор работал, его придется собрать, установить коленвал с шатунами и поршнями, газораспределительный механизм, вентилятор системы охлаждения, очень познавательный и завораживающий макет двигателя. Если надо укрыть автомобиль тентом на некоторое время, сделать это проще всего с помощью автоматического тента. Тент выполнен из прочного полиэстера, помещен в специальный цилиндр, который очень удобно перевозить в багажнике автомобиля. Длина тента 468 см, ширина 185 см, а высота 168 см. Для того, чтобы укрыть автомобиль тентом, надо вынуть барабан из багажника, подвесить его на специальных стропах, вынуть тент и натянуть на автомобиль. При обратной сборке тента при помощи пульта надо запустить механизм, который автоматически смотает тент внутрь барабана. Легко и очень удобно. Рекомендую его путешественникам, которые неделями отдыхают у моря, а машина в это время покрыта листьями, пылью и фекалиями птиц. С таким тентом ваша машина всегда будет чистой, а лакокрасочное покрытие кузова не потускнеет под воздействием солнечных лучей.
Защитная пленка для автомагнитолы – это ультратонкая защита, обладающая прекрасными защитными свойствами. Особенностью этой пленки является то, что на ней не остаются следы даже от сильного давления. А если пленку изрисовать даже фломастером, то с помощью влажной салфетки все смывается за секунду. В комплекте поставки сама броня, покрытая защитной пленкой, которую надо отделить и выбросить перед установкой. Чистящие влажные салфетки, в том числе вакуумные наносалфетки для устранения микрочастиц с экрана, установочная присоска. Прочистить экран автомагнитолы и установить защитную пленку способен даже ребенок. Универсальная защита позволит экрану магнитолы оставаться в новом состоянии долгие годы. Тепловая пушка мощностью 3 кВт. Отлично подойдет для быстрого обогрева гаража, теплицы или любого другого подсобного помещения. Нагревательный элемент закрытого типа находится в стальном корпусе. Направленный обдув теплым воздухом происходит за счет работы сухого тена и электровентилятора. Сам обогреватель расположен на удобном кронштейне, который служит и для опоры, и для переноса. Направление обдува изменяется на 45 градусов, вверх-вниз. Скорость регулируемая, трехпозиционная. А наличие регулировки температуры дает более широкие возможности для быстрого обогрева помещений на максимуме и поддержания тепла на минимальной риске регулятора. Нужно быстро согреть холодный гараж, этот обогреватель поможет сделать это буквально за несколько минут. Пневматическая палка для вешалок представляет собой алюминиевую трубку, длина которой автоматически изменяется от 87 до 162 см за счет внутреннего давления. Она предназначена для того, чтобы крепить на ней вешалки с одеждой. Концы трубки имеют пластиковые наконечники и стальные кольца для крепления к стандартным крючкам для одежды на верхних ручках автомобилей. За счет давления трубка служит как распорка и крепится очень надежно. Такая трубка для вешалок пригодится тем, кто путешествует, или тем, кто собрался на концерт или какое-то мероприятие, и надо взять с собой выглаженный костюм вместе с вешалкой. Стоит недорого, а пригодится может каждому. Оригинальная статуэтка Будды Майтрея на панели вашего автомобиля добавит дизайну интерьера авто уникальную неповторимость восточной культуры. Практическая сторона этой статуэтки в том, что это ароматизатор, благодаря которому в машине всегда будет пахнуть благовониями, а не потожировыми выделениями. Эстетическую сторону сможет оценить каждый, кто увидит это поистине удивительное творение рук человеческих. Но есть еще одна сторона, о которой вы и не догадываетесь. Это история и мифы. На вопросы своих пассажиров вы можете гордо блеснуть знаниями истории и мифологии, объяснив, что это статуэтка Будды Майтрея, то есть Будды, который должен прийти на Землю в будущем для спасения своих подданных. Если вы любите свой автомобиль и хотите сделать его уникальным и неповторимым, вам обязательно пригодятся отличные пластиковые и металлические накладки на многие детали авто. Сделанные из качественного пластика и покрашенные под дерево и металл, накладки могут мгновенно преобразить ваш автомобиль, добавив ему четкие линии, показывающие изысканность вкуса и тонкое чутье автовладельца, так прекрасно украсившего своего железного друга. Хотите ли вы декоративную рамку на руль, на панель приборов или вам нужно прикрепить накладки на дверные ручки? Все это можно найти в этом прекрасном магазине, созданном на платформе AliExpress. Каждый автомобилист нервничает, когда дворники вместо очищения лобового стекла начинают размазывать на нем полосы. Это происходит из-за того, что на резинке появляются многочисленные зазубрины. Для того, чтобы убрать их, нужно купить специальный брелок на ключи, который к тому же является еще и реставратором резинок дворников лобового стекла. Снимаете дворник, очищаете его от механического мусора, проводите пару раз специальным очищающим резаком ножа по лезвию резинки дворника, вытираете его насухо и устанавливаете обратно на место. Такая простая процедура ремонта позволит вашим дворникам служить в 3 раза дольше, радуя вас чистотой лобового стекла.
В автомобиле все, что приходится срочно искать, должно быть всегда под рукой. Хорошо, если в машине есть очечник, но ведь это есть не у всех. Где держать очки, если они вдруг понадобились? Еще одна проблема – это поиск банковских или бонусных карт при подъезде к заправочной станции. Обе эти проблемы можно решить одним махом, если купить прекрасный держатель, прикрепляемый к солнцезащитному козырьку. Две прижимные пластины надежно удержат пластиковые карты, которые при этом можно легко вытянуть. Основной зажим предназначен для крепления очков. Купив этот универсальный держатель, вы перестанете нервничать, потому что очки и пластиковые карты всегда будут под рукой, точнее над головой. Складная канистра. Всем автолюбителям пригодится этот автомобильный помощник, а тем, кто не просто катается, а любит путешествовать, складная канистра просто необходима. Обычные пластиковые канистры имеют один существенный недостаток. Они занимают много места, даже если совсем пустые. Решить эту проблему легко, если купить складную пластмассовую канистру для автомобиля. При покупке можно выбрать канистру объемом 3, 5 или 10 литров. Когда в ней нет жидкости, канистра складывается как гармошка, занимая минимум места в багажнике. Существенное удобство канистре придает краник на крышке. Если нужно немного воды, то не надо открывать крышку. Можно просто открыть краник и взять воду. На этом все, друзья. Все ссылки на товары из этого видео я оставил в описании. Напишите в комментариях, какой товар вам понравился больше всего. До скорой встречи!